Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Скоро Новый год, и в этом видео я покажу свой бюджетный вариант меню на праздничный стол. Будем готовить новогодний торт «Кокосовая принцесса». 3 закуски: йоркширские пудинги, закуска белочка и тарталетки с сельдью. 2 салата: салат зимний и салат свежесть. На горячее приготовим куриные окорочка в томатном соусе с овощами, а также сделаем красивую фруктовую тарелку. Начнем с приготовления торта «Кокосовая принцесса», так как он дольше всего готовится. Торт фантастически вкусный и красивый, на вид он воздушный и белый, как снег. Такой торт отлично подходит для новогоднего стола. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим кокосовый бисквит. 4 яйца разделяем на желток и белок. Белки выливаем в чистую и сухую миску, а желтки в отдельный стакан. Белки начинаем взбивать и постепенно насыпаем к ним 80 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Во взбитые белки добавляем по одному желтки и перемешиваем миксером. В эту массу просеиваем 90 грамм муки в 2 подхода. Все аккуратно перемешиваем лопаткой, чтобы масса не осела. Во второй раз просеиваем оставшуюся муку и насыпаем 2 столовых ложки с горкой кокосовой стружки. Опять все аккуратно перемешиваем до однородности. Бисквитное тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по форме с помощью ложки или силиконовой лопатки. Бисквит ставим в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 35-40 минут. Бисквит испекся и уже остыл. Вынимаем его из формы. Срезаем ножом верхнюю запеченную корочку. Бисквит разрезаем на 2 примерно одинаковых коржа. Готовим кокосовый крем. Берем 600 грамм творога и кладем в измельчитель. Насыпаем 70 грамм сахара. И добавляем примерно 50-80 мл сливок любой жирности. Количество сливок зависит от влажности творога. Все измельчаем до однородности. Так как в мой измельчитель все сразу не поместилось, я измельчала творог в 2 подхода. Подготовленную творожную массу выкладываем в миску. К ней насыпаем 5 грамм ванильного сахара и перемешиваем. Сюда же добавляем 5 столовых ложек кокосовой стружки. Все перемешиваем до однородности. Крем готов. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим 1 минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Складываем торт. Берем кулинарное кольцо и вовнутрь кладем первый корж. Между коржом и кольцом ставим ацетатную пленку. Все зажимаем кольцом вокруг бисквита. Бисквит обильно пропитываем сахарным сиропом. Сверху на бисквитный корж выкладываем половину приготовленного крема. Равномерно его распределяем по коржу. Второй бисквитный корж также пропитываем сахарным сиропом. Кладем корж пропитанной стороной на крем. Сверху на корж выкладываем вторую часть творожно-кокосового крема. Равномерно распределяем его по коржу. Торт накрываем пленкой и ставим в холодильник настаиваться примерно на 4 часа. Я поставила на целую ночь. Торт настоялся. Снимаем кольцо. Переставляем его на блюдо и снимаем ацетатную пленку. По бокам торт смазываем сметаной. Понадобится примерно 2 столовых ложки сметаны. Бока торта посыпаем кокосовой стружкой. Сверху торт тоже посыпаем кокосовой стружкой. Торт украшаем мандаринами, еловыми веточками и замороженной клюквой. Также у меня на канале есть и другие меню на новогодний стол. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Кокосовая принцесса» получился очень нежным и вкусным. Легкий кокосовый бисквит с нежным творожно-кокосовым кремом – это особенное сочетание, которое запомнится надолго. Готовится торт несложно и продукты самые доступные. Он отлично подходит для зимних праздников, обязательно его приготовьте.
Вторым блюдом приготовим необычную и очень вкусную закуску – йоркширские пудинги. Такую закуску можно смело готовить на любой праздничный стол, хотя и для каждодневного стола она тоже отлично подходит. Сначала приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 3 чайные ложки соли и наливаем 200 мл молока. Все взбиваем до однородности. В яичную смесь насыпаем 125 грамм муки. Все перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться жидким. Тесто переливаем в емкость с носиком, у меня это мерная кружка. Накрываем крышкой и даем ему настояться минимум 2 часа. Я тесто оставляю в холодильнике на ночь. Тесто настоялось. Подготавливаем формочки для выпечки. Растопленным сливочным маслом обильно смазываем все формочки. У меня диаметр формочек 4 см. Этих формочек мне будет недостаточно, и я подготавливаю еще одинарные силиконовые формочки для кексов. В подготовленные формочки наливаем тесто. Каждую формочку заполняем тестом не больше, чем наполовину. Если тесто немного расслоилось после того, как постояла ночь, то его нужно размешать ложкой. Все ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Выпекаем 15 минут. Спустя 15 минут выключаем духовку и оставляем пудинги в закрытой духовке еще на 5 минут. Готовим начинку для пудингов. Одну луковицу нарезаем четверть кольцами. 300 грамм помытых шампиньонов нарезаем пластинками. На раскаленную сковороду кладем подготовленные грибы. Жарим на большом огне до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость испарится, добавляем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Обжариваем на среднем огне до готовности лука. Все солим и перчим по вкусу. Наливаем 100 мл сливок жирностью 10-15%. Все перемешиваем и готовим еще около 2 минут до момента, когда сливки станут густыми. Начинка готова, снимаем ее с огня. В остывшие пудинги кладем грибную начинку. Из этого количества теста у меня получилось 17 пудингов. Еще больше разных закусок на праздничный стол смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. – 70 грамм сыра трем на крупной терке. Тертый сыр выкладываем сверху на грибную начинку. Подготовленные пудинги переставляем в форму для запекания. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 5 минут, пока не расплавится сыр. Также сыр можно расплавить в микроволновке. Йоркширские пудинги получились очень вкусными и аппетитными. Их совсем не сложно и даже интересно готовить. Такая закуска вкусная как в теплом, так и в холодном виде. Также йоркширские пудинги можно приготовить и с другими начинками, даже сладкими. Третьими приготовим тарталетки с сельдью. Готовятся они несложно из самых доступных и привычных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Одно филе соленой сельди нарезаем небольшими кусочками. Одну небольшую вареную свеклу трем на мелкой терке. Складываем закуску. Тарталетки смазываем небольшим количеством майонеза, для того, чтобы немного зафиксировать листья салата. Для этой закуски лучше всего использовать песочные тарталетки. Как их приготовить, смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Отрываем небольшие кусочки от листьев салата и красиво выкладываем в корзиночки. Сверху на листья салата кладем примерно чайную ложку тертой свеклы. Если селедка слабосоленая, то свеклу можно немного посолить. На свеклу выкладываем кусочки сельди. Из этого количества ингредиентов получается примерно 15 тарталеток. Сверху тарталетки украшаем небольшой веточкой укропа.
Тарталетки с сельдью получились вкусными и необычными. Они легко готовятся и смотрятся на столе ярко и красиво. Обязательно их приготовьте, это вкусно и очень просто. Четвертым блюдом приготовим красивую и вкусную закуску белочка. Такая закуска будет отлично смотреться на праздничном столе и обязательно понравится всем гостям. – 200 грамм сыра трем на мелкой терке. 3 вареных яйца разделяем на желток и белок. Белок трем на мелкой терке к сыру. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока. Добавляем 2-3 столовые ложки майонеза и хорошо перемешиваем. Масса должна получиться густой, чтобы из нее можно было катать шарики. Для украшения будем использовать оставшийся желток и 3 крабовые палочки. Трем их отдельно на мелкой терке. Из сырной яичной массы скатываем шарики. В серединку каждого шарика кладем кусочек грецкого ореха. Орехов понадобится примерно 50 грамм. Вместо орехов также можно использовать оливки. Половину шариков обваливаем в тертом желтке, а вторую половину в крабовых тертых палочках. Так как крабовые палочки ложатся на шарик неравномерно, их нужно после обваливания еще раз покатать в руках. Готовую закуску выкладываем горкой на тарелку, украшенную листьями салата. Закуска белочка получается красивой, вкусной и очень сытной. Обязательно ее приготовьте. Пятым приготовим салат «Свежесть». Салат легкий и очень вкусный, готовится он несложно и получается его много. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 300 грамм шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Подготовленные грибы кладем на сухую разогретую сковороду. Жарим на большом огне до испарения жидкости. Когда жидкость испарилась, на сковороду наливаем немного растительного масла. Грибы солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем и обжариваем грибы до румяных бочков. Пока остывают грибы, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм запеченного филе нарезаем кубиками. Как очень легко и вкусно приготовить куриное филе, смотрите по ссылке на экране или в описании под видео. Один свежий огурец сначала нарезаем пластинками, а затем небольшими кубиками. 4 вареных яйца нарезаем кубиками. Измельчаем небольшой пучок зеленого лука. Зеленый лук можно заменить белым репчатым луком. Мелко нарезаем пучок свежей петрушки. В миску насыпаем нарезанные огурцы, куриное филе, зеленый лук, 1 банку консервированной кукурузы, измельченную петрушку, подготовленные грибы и яйца. Салат солим по вкусу и заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Готовый салат сразу же подаем на стол. Если вы планируете подавать салат позже, то солить и заправлять майонезом нужно перед самой подачей, чтобы огурцы не пустили сок. Шестым приготовим салат зимний, очень простой и с минимальным количеством ингредиентов. Такой салат выручит, когда некогда долго готовить. Сначала подготовим все ингредиенты. 300 грамм отварного мяса нарезаем пластинками, а затем пластинки режем небольшими кубиками. Я использую свинину, но также можно взять говядину или курятину. По желанию мясо можно разобрать руками на волокна. 5 вареных яиц тоже нарезаем кубиками. Берем одно кисло-сладкое яблоко и очищаем его от сердцевины и кожуры. Подготовленное яблоко нарезаем небольшими кубиками. Складываем салат. В миску кладем яйца, нарезанное мясо и яблоки. Салат немного солим и перчим черным молотым перцем.
Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Приготовленный салат перекладываем в тарелку, в которой будем подавать его на стол. Нарезаем небольшой пучок укропа. Измельченным укропом украшаем салат по краю тарелки. Центр салата украшаем зернами граната. По желанию зерна граната можно добавить и в сам салат. Салат готов, можно подавать на стол. Салат зимний получился очень вкусным, он сытный за счет мяса, сочный и легкий за счет яблока. Готовится просто и продуктов минимальное количество. Седьмыми приготовим вкусные окорочка в духовке. Этим блюдом можно накормить всю семью за небольшие деньги, а готовится оно совсем не сложно. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Одну морковь разрезаем пополам и нарезаем полукружочками. Одну луковицу разрезаем пополам и нарезаем дольками. 3 куриных окорочка разрезаем на более мелкие куски. Я разделяю их на 3 части. В миску кладем подготовленное куриное мясо. Все солим по вкусу. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой паприки. Перчим черным молотым перцем. И добавляем 4 столовых ложки томатного соуса или томатной пасты. Все перемешиваем, чтобы равномерно распределились приправы по мясу. Сюда же кладем подготовленную морковь и нарезанный дольками лук. Все перемешиваем. Миску накрываем крышкой и оставляем мариноваться на 30 минут. Мясо замариновалось. Берем форму для запекания и смазываем ее растительным маслом. В подготовленную форму выкладываем сначала мясо, а затем между кусочками мяса кладем овощи. Еще больше разных блюд из куриного мяса смотрите у меня на канале по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 40-45 минут. Испеченное мясо достаем из духовки и подаем на стол горячим. Окорочка в духовке получились очень вкусными и сочными. Готовятся они просто и отлично подходят для праздничного стола. К такому мясному блюду отлично подойдет гарнир из картофеля. И последнее приготовим фруктовую тарелку. Готовится она просто и достаточно быстро. 2 апельсина разрезаем на четвертинки. Каждую четвертинку разрезаем еще на 3 примерно одинаковые части. Дольки апельсина выставляем на тарелку по кругу. 2 красных яблока разрезаем на четвертинки. Вырезаем серединку с семенами. Каждую четвертинку разрезаем на 3 примерно одинаковые части. Кусочки яблок вставляем кожурой вверх между дольками апельсина. Берем гранат и отрезаем у него верхнюю часть. Ножом делаем надрезы по бокам, там где идут белые прожилки. Гранат раскрываем руками. Серединку убираем. В таком виде гранат ставим в центр тарелки. 2 киви чистим от кожуры. Киви нарезаем небольшими дольками. Получившиеся дольки киви вставляем вокруг граната, имитируя листики. Фруктовая тарелка готова, можно подавать на стол. Если вам понравился такой вариант бюджетного новогоднего меню, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.